Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, все живьем. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ох, ох, как бурлит, и какая скорость неистовая, а сколько метаний, телодвижений. Витков вроде как летит в Москву и залетит в Ирландию, потом нет, не залетит. Зеленский с ним говорит, с Умеровым, с Тармером, Макроном. Вообще во Франции был сегодня тоже такой, знаете, проблеск потужности во всей красе. Да и «Украинская правда» пишет, что Зеленский, ух, в форме, как в 22 году. Все это обсудим, все об этом, обо всем поговорим. Единственное, что формат нашего эфира, он традиционен и неизменен. Значит, мы общаемся максимально с вами, уважаемая аудитория, делаем это и в чате Александр Шелест этого канала, и в чате Алексей Арестович. Это в самом конце, поэтому вопросы припасите для финала. Также в сообществе YouTube есть анонс нашей встречи, и люди оставляют свои вопросы, свои мысли. Их тоже будем обсуждать, комментировать. Есть отдельные даже прям письма пишут, да, чтобы прокомментировать, чтобы в эфире, чтобы как-то, может быть, каким-то образом поддержать людей. В общем, этого всего навалом, и этого всего будет предостаточно. Также обращаю ваше внимание, что QR-код — это вопросы, как бы они, с них начнем возле меня, возле Алексея Николаевича, это его школа коммуникации и мышления коммуникации, да, переходите, интересуйтесь новыми семинарами, новыми модулями и, в общем, познавайте этот мир также вместе со школой Алексея Арестовича. Традиционно, как всегда, опрос в чате трансляции канала Александр Шелест, а он такой, знаете, в лоб. Если Зеленский уйдет, как это повлияет на скорость мирного процесса? Варианты. Однозначно дела пойдут быстрее. Придаст хаоса, все затянется еще больше. Никак. Отставка Зеленского – это часть сценария, поэтому все запрограммировано. Ну или Зе руками и ногами вцепится в трон и, в общем, никуда не уйдет, поэтому об отставке тут еще рано говорить. Навеяно вопрос вот этим, ну я не знаю, прям исповедью, откровением Вовы Петрова, который говорит: Зеленский в новогоднюю ночь выйдет и скажет, в общем, до 15 декабря будет там вакханалия, все подпишем, огонь прекратим, а потом в новогоднюю ночь Зеленский скажет: я устал, я ухожу, как вот преснопамятный Борис Николаевич. Как бы вы ответили на этот вопрос и вообще, что думаете об этом исходе, насколько он вероятен? Я думаю, что вероятен более, да, как это, другой исход, где Зеленский уходит, а подписывает кто-нибудь другой. Россияне не хотят подписывать Зеленский. Принципиально. Тут товарищ... А подписать надо. Значит, вариантов-то особо не остается, правильно? Как один симпатичный молодой человек... Извините. Ну тут, подождите, Залужный что-то приехал в Украину, фотографируется с женой, говорит, дома лучше всего, и все опять как бы навострили ушки, говорят, вот Залужный неспроста же это все. Действительно ли эта политическая турбулентность сейчас внутри закрутится? Да мы увидим, что там Залужным. Может, он приехал, я не знаю, там зимнюю одежду забрать в Лондон. В Лондоне холодно. В общем, вариант с тем, что Зеленский сам уйдет, это прогрев для того, чтобы все сердобольные женщины сказали... Вариант, что Зеленский сам уйдет, наоборот, очень-очень такой вот как бы вероятный вариант. Как мне кажется. Я не настаиваю, конечно. Но мне почему-то кажется, что сначала он уходит, а потом какой-нибудь Давид подписывает мирное соглашение. С Голиафом. С Голиафом. Друзья, голосуйте, в общем, в нашем сегодняшнем опросе. Мы в конце подведем итоги, и я думаю, будет очень интересно, да, вот как распределяться голоса. Хотя ситуация достаточно тревожная. С точки зрения того, что Зеленский постоянно намекает, что сейчас что-то поменяется, вот сейчас что-то произойдет. Что не говорит, но, я так понимаю, визит во Францию — это исключительно для того, чтобы группа поддержки как-то повлияла на Соединенные Штаты. А те вроде как настроены войну заканчивать и быстро.
получится ли, и, собственно, если все в тупике. Ну, я имею в виду вчерашние разговоры с делегацией во главе с Умеровым, Уиткофа и Рубио, сегодняшняя встреча Уиткофа и Умерова, да, так что везет Уитков в Москву? Смотрите, здесь же как бы почти полностью согласованный документ. Есть только два камня преткновения на сегодня. Те, что официально выходят, это территориальные уступки. Будут ли ВСУ выходить, Украина выходить из Донецкой области добровольно? Или заморозка по линии фронта? И второе, там это пункт, вступая, как это, вступление в НАТО. Будет ли Украина на себя брать добровольные обязательства, изъять этот пункт из Конституции и, наоборот, включить, что она нейтральная страна, повторить. И никуда она не вступает. Вот с этим поедет, скорее всего, Витков в Москву. Москва как-то на это все отреагирует. Но здесь надо понимать, что неважно, Зеленский, Арахамия, Залужный, Стефанчук, это сейчас не важно для этих двух пунктов. Важно следующее, пойдут они или не пойдут на это. Зеленский не мог на это идти, потому что он связывал с этим свое политическое будущее. Возможно, он наивно связывает его до сих пор. Когда не станет политического настоящего, а не только будущего, но как бы остальных это ничем не сдерживает. Зато, смотрите, кто бы ни пришел, условно Залужный, условно Арахамия, все неприятности от продолжения войны в случае несогласия по этим двум пунктам ложатся персонально на них. Месяца два можно будет поскидывать на Зеленского, на предшественника, а дальше это станет твоей войной и твоими проблемами. А от того, что мы поменяем Зеленского на Залужного или Арахамии, на фронте же не станет больше солдат. У россиян не станет меньше дронов, правильно? Меньше Искандеров и так далее. Поэтому любой последователь Зеленского столкнется всегда с тем же самым, не всегда, любой столкнется с тем же комплексом проблем, который привел Украину к тому, что она не может продолжать войну физически уже как государство, как социосистема. Точнее так, она еще может, но ей не следовало бы. Она подходит к грани стратегического краха, когда будет уже не расторговка, а действительно капитуляция и сдача. Сейчас никакой капитуляции нет. Когда сейчас говорят слово капитуляция, это просто некрасивая игра на нервах зрителей. А может же быть и капитуляция. Разница в Поэтому чем? Деланная капитуляция реальная. это уступки, которые как бы не в 19 пунктов выкладываются, а в 119, и все не в нашу сторону, например. То есть комплекс внешне и внутреннеполитических обязательств перед Российской Федерацией, там, международным сообществом, посредниками, которые у каждого украинца оставят чувство глубокого унижения. Потому что сейчас это еще на тех условиях, на которых, если их подпишут мир на этих условиях, то еще можно поспорить, кто там победил и так далее. Обе стороны имеют все шансы объявить это своей победой, и страшно радоваться после этого. А тогда не будет шансов. Поэтому вопрос, кто захочет продолжать войну? Залужный обозначает свою позицию. Он выпускает статью, где говорит, я еще в 23-м году осенью понял, но молчал, так сказать, чтобы не подрывать политический климат и стабильность в стране и так далее. Но вот он выходит как бы с таким поворотом, что не разгром Российской Федерации, а прекращение войны на данных условиях – вот наш шанс. То есть он свою позицию уже обозначил. Если он сейчас станет главой кабинета, главой там, я не знаю, кем угодно его сделают вместо Зеленского, в Рио там и так далее, какой-то формат найдут, главой комитета национального спасения и так далее, и ему это все подписывать, допустим, к примеру, то он говорит, вы знаете, я не выхожу из Донецкой области, я не убираю НАТО. Как вы думаете, что будет? Война. Продолжится война, и он Да. станет виноватым во всем, что происходит. Теперь он будет виноват в босификации, в прилетах, в отсутствии дронов, в коррупции в оборонке, в нехватке пехоты, в потере Покровска и так далее, и так далее. А второе, я думаю, он быстро вспомнит подрыв северных потоков какой-нибудь там найдется внезапно там или еще чего-нибудь. Понимаете, да? Потому что американцы будут продавливать, не щадя ничего. И никак они четко поставили себе задачу достичь мирного соглашения. И они не остановятся. Поэтому любой, кто будет возражать, политического будущего в той или иной степени может лишиться.
И все потенциальные вожди и претенденты очень хорошо это понимают. Поэтому, ну, я думаю, что будет так. Уйдет Зеленский, и кто бы ни пришел вместо, подпишет, и на этом стоп. Дальше выборы. А, Сегодня много было воспоминаний вот этих по поводу Ермака, да? Ну, там, или как трактовок, сливов, инсайдов. И, в общем-то, виделось, это, кстати, очень интересно описано в украинской прессе, что Ермак как бы даст заявление, да, а Зеленский не подпишет и отстоит его. Да, ну вот так. Вы, как человек, который, как это, дважды с офисом, да, дважды в одну реку входили, я не могу вас не расспросить о сегодняшних вот этих грязных подробностях, о том, что там Федоров, Буданов и Малюк приезжали, Ермак был очень зол, он до конца не верил, что так... И вот, собственно, то, что мы услышали на выходных, что он идет в армию, в ВСУ. С одной стороны, нам говорит о том, что... Ну, это эмоциональная история, что вот смотрите, я думал, меня отстоят, защитят. Не-а. То есть разочарование. С другой стороны, а что ты идешь в ВСУ? Ну, чтобы, если, например, подозрение у тебя будет, то его расследовало ГБР, а не НАБУ, как военнослужащего. И получается, что он как бы признает косвенно свою вину вот этим шагом. Ну, так видится. Или какая-то другая мотивация у этих... Ну, это 100% эмоциональное решение, потому что все нормальные люди говорят, ну какой Ермак, ну какое ВСУ, ну отстаньте, ну увольте, но это все не для этого делается. Что вы думаете по поводу этого ВСУ процесса? открывает множество интересных возможностей, начиная с передачи дел в последовательность ГБР, или ДБР по-украински, заканчивая тем, что военнослужащим, которые добровольно вызвались туда-сюда, амнистия может быть положена. Поэтому это заход с далеко идущими планами. Не знаю, что он там навоюет, но вполне может, я не знаю точно, но вполне может быть такой ход вещей, такой замысел, да, такие ожидания от этого всего. Что касается грязных подробностей, ну, честно говоря, не знаю и не очень интересуюсь, Саша, вот честно. Что там, кто там приезжал, это не имеет никакого значения, вот для меня лично. Вы можете поспорить, я могу даже с вами согласиться, но для меня нет. Ну подождите, он правда рассчитывал, что Зеленский будет с ним до конца и его отобьет? Я А не почему не знаю. отбил? Я не знаю, на что он рассчитывал. Для меня совершенно очевидно, что Зеленскому показали такие аргументы, против которых он ничего не мог предпринять. По одной простой причине, потому что скандал был бы такой, что сняли бы уже и Зеленского вместе с Ермаком. Поэтому пожертвовал Ермаком для того, чтобы остаться самому. Все четко. Это сигнал, что Зеленский слаб. Зеленский ослаб процентов на 70. Сейчас. И не потому, что Ермак эти 70% обеспечивал, а потому что тот, кто сдает своих, политик, ему больше никто не верит. Ему не верят силовики, которые понимают, если он сдал Ермака, любого из них он сдаст с потрохами. Ему не верят его депутаты, ему не верят не свеженазначенный или будущее назначенный глава офиса, не верит никто из ближайшего окружения, из советников и так далее, и так далее. Ну, это Дубинский сегодня очень метко выразился. Вот сейчас будет ниже пояса, но уже больно метафора удачная. Ну, это называется, он сказал, что это в политике называется марлевые трусы. То есть ничего не держит. Как бы, да, вот это жаргон, чтобы вы понимали. Это не Дубинский придумал, это существующий политический жаргон. Поэтому он в очень тяжелой позиции. Не знаю, кто там в «Зеркале недели» или в «Украинской правде» разглядел его динамичного и энергичного, да. Но на самом деле у него катастрофа. Если мы увидим, ну, а мы видим, да, и так оцениваем Зеленского как хромую утку, то что тогда ждать от войны и ее продолжения? Сегодня, ну, это, знаете, это смотрелось, конечно, очень дико, когда Зеленский, находясь на выезде во Франции, там, понятно, сегодня, это же как бы классика жанра. Если Зеленский куда-то уезжает, у нас трагедия с каким-то прилетом случается. Это вот сегодня в Днепре. То есть был удар по предприятию, 4 погибших, там до 40 раненых. В общем, ужас что. Ну и, соответственно, продолжаются вот эти удары, вот эти налеты. И Зеленский говорит, вы не читайте, опирайтесь на украинские источники.
Купянск, говорит, если честно, мы вообще все зачистили, выгнали всех россиян оттуда. И, ну, это какая-то вообще очень слишком надутая история, что Россия побеждает в войне. А, Смотрите, то, что это сказано во Франции, то, что это сказано как, где, при каких обстоятельствах, конечно, нам дает очень много почвы для размышлений, но ситуация на поле боя, а, она катастрофическая. И вот мы и прошлый раз анализируем в рамках дневника войны, что там на 2/3 это волосина уже надорвана, да, фронта, провала фронта. Но зачем тогда давить вот такую, ну, откровенную, ну, откровенную манипуляцию положением дел на передовой Зеленскому в этой ситуации? Просто чтобы не спрашивали, как вы это допустили. Ну, потому что если он скажет, вы знаете, у нас катастрофа на фронте, первый вопрос будет, а как вы это допустили, господин Верховный Главнокомандующий? Вот, чтобы не отвечать, у него на фронте должно быть в среднем неплохо. Тяжело, тяжело, но мы держимся и даже отбиваем. Как бы, в принципе, логика понятна. Тяжело, чтобы не ругали, а отбиваем, чтобы не спрашивали, почему тяжело. Что касается фронта, Россия не победила в войне. Россия находится в перспективе. Она имеет существенное преимущество на поле боя в стратегической наступательной воздушной операции, скажем так. И она имеет перспективу победы. То, что очень похоже на победу в силу стратегического истощения Украины, в первую очередь сил обороны Украины, наступление краха фронта и так далее. Это никто не знает, когда это завтра или там через год и так далее. Но перспектива такая имеется, поэтому она имеет преимущество. У него в России два преимущества, три. Системные действия, второе, которые обеспечили преимущество на фронте и в воздушном наступлении. И третье, комплементарная позиция США, ну и Китая. Вот. Украина не имеет комплементарной позиции США и Китая, она имеет комплементарную позицию Европы, которая мало что может дать на данном этапе дипломатические, экономические и военном отношении. И имеет перспективу краха фронта. И еженедельные крупные пропущенные удары по энергетике там, и так далее, инфраструктуре и прочее. Вот это реалии на сегодня. Поэтому пакет договоренностей, которые нам предлагают, они на самом деле идеальны для нас. Надо очень быстро брать, пока есть возможность. Конечно, можно поторговаться там за НАТО при желании, можно поторговаться за Донецкую область. Ну, как бы на здоровье. Для меня, я считаю, что это не принципиально. Со мной можно не соглашаться, но я считаю, не принципиально. Принципиально другое. Принципиально не крах режима. Принципиально смена системы. Нам нужен крах системы. Если на эту систему поставить иконостас там, с 50 фамилий, первый, который будет Архангел Гавриил, и все остальные 49 тоже ангелов, то нам сильно лучше не станет, поверьте. Надо систему менять. Кто эту систему возглавит, никакой разницы нет. Если она остается коррупционной, неадекватной, неэффективной, да еще настроенной на войну, ну тогда что Зеленский, что Залужный, что Рахамия, никакой разницы. Когда вы говорите о смене системы, мы о фронте еще поговорим, там тоже сегодня новости есть, мы пройдемся по карте, по направлениям, все, в общем-то, там очень неожиданные населенные пункты, как бы глубже и дальше, заявлены российской стороной, от Украины молчание, как обычно, по городам тоже пройдемся, но давайте уделим время системе. Вот эта логика, что сейчас, условно, парламент перегруппируется. Там сейчас начинается самое, как бы, деликатное время. Это бюджет, да, за который некому голосовать. А это всегда в украинской политике, в украинской раде, это всегда какой-то такой момент очень крепких торгов, очень серьезных противоречий, пикировок. Нет, ну не всегда были там моменты, когда вот под зеленый свисток вот это все голосовалось, но сейчас отдельная история. Бюджет, на который нет денег, бюджет, который полностью соткан из того, что дали на Западе, и депутаты, которые выстраиваются в очередь перед тем же Западом, чтобы проявить себя, ну, как бы лучшими, чем Зеленский, чем вот эта вот проворовавшаяся структура. Как вы думаете, если мы возьмем логику, переворот в парламенте, ну, там, переформат коалиции, да, и там новый спикер, он будет претендовать на ИО, ну, там, место Зеленского или не будет? Он вынужден будет этим заняться. Потому что если Зеленский уходит, единственным легитимным органом, который будет считаться, это будет парламент.
Никакой там комитет национального спасения, правительство национального спасения не будет обладать легитимностью. В глазах украинского народа возможно, в глазах международного сообщества никогда. Парламент, да. Парламентская президентская республика. Парламент на первом месте. Поэтому у нас будет вариант Турчинов-2 в Рио. И он же будет подписывать, скорее всего, мирное соглашение. Но вопрос-то глубже, о системе. Или с нами россияне не подпишут ничего, без гарантий, что в Украине поменяется эта система? Ну, нет, их устраивает эта система. Она делает Украину неэффективной и зависимой. Их интересует безопасность России, ее юго-западного направления, поэтому как бы, они попытаются добиться гарантии безопасности для России в первую очередь со стороны Украины. Ну, грубо говоря, чтобы Украина, даже если останется антипроектом, она имела ограниченные возможности по реализации антироссийской политики. Как-то вот об этом будет речь идти, и они ставят так вопрос. Вопрос смены системы – это целиком наш вопрос. Ну, еще вопрос европейцев. Ну, вот, потому что Украина тотально зависит от Европы и США. А они, конечно, после войны не очень склонны давать строить здесь коррупционную систему. Они поняли, кто мы такие. Судя по десяткам сворованных миллиардов, офис генпрокурора Евросоюза расследует, говорят злые языки, на миллиарды. Даже не на сотни миллионов, на миллиарды. И поскольку это разворовали европейскую помощь и американскую, они не хотят позволять этому после того, как военные действия прекратятся. Поэтому как-то система будет меняться. А дальше, на что там наголосует украинский народ, кого он приведет к власти, это, как он будет контролировать политиков, это уже, насколько он созрел сам поменяться, это уже будем смотреть. Вы в прошлый раз высказали предположение, за эту неделю оно как бы немножко утвердилось, да? Твердыня такая стала. Ну, не совсем как бы аксиома, но вот, собственно, многие этого ждут. Вы сказали, что Трамп вполне себе может предложить Зеленскому гудбай. Перед нашим эфиром буквально там за пару минут выходит представитель Белого дома, пресс-секретарь Кэролайн Левит, и говорит, что администрация Трампа очень оптимистично оценивает шансы на сделку с Украиной. Дэнни Кэмп, корреспондент в Белом доме, именно так передает слова. Давайте сейчас попробуем понять, а американцы вот какие пункты вкладывают в сделку именно с Украиной? Ведь если мы вспомним вчерашнее, ну я, если честно, конечно, лица наших были ужас, какие напряженные. А Рубио начал, ну, вот эту встречу для прессы, говорит, мы за суверенитет, за вашу независимость. Рубио, да, за нас. Так в чем суть сделки? Как вы ее читаете? Я думаю, что оговорка идет о гарантиях безопасности для Зеленского. Ему их дадут, а потом обманут. Почему? Потому что ждет его судьба Саакашвили, это в лучшем случае. Я вам говорил, что в феврале 2024 года ему было последнее предложение одуматься. И он не сделал этого. После этого его, ну, выживая там, языком политических детективов, его приговорили. То есть ему дадут уйти под гарантией, иначе бы он не ушел, он бы дергался там и мешал до последнего. А потом в течение 2, там, может, чуть меньше лет, как-то так бац, 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 бац. Счета арестуют, персоны нон-грата сделают где-то. В конце концов, его загонят в клетку, и он либо будет сидеть там в домике в Израиле, либо выдадут Украине. И она его просто осудит и посадит в тюрьму. Это максимум, который его ожидает, мне кажется. По крайней мере, к этому ведут. А суть сделки с Украиной какая? Да не то сделки с Украиной. Они же не могут сказать, что сделку с Зеленским заключили. Вот. Ну, если вспоминать, что кто там, то ли Помпео, то ли Рубио сказал, что вы просите ракеты, и вам надо просить на 10 лет освобождения от пошлин. Это, кстати, более разумное, намного более разумное предложение, чем все ракеты мира. Может быть, и это включают в этот перечень. Вот. Может быть, речь идет о каких-то амнистии. Но в любом случае сделка не с Украиной заключается, а с теми, кто представляет сегодня Украину, выставляет пакет требований и так далее. Они могут просить гарантии личной безопасности, они могут просить амнистии и прочее.
И на это меняют там вопросы территории, НАТО, будущего Украины и прочее, прочее. Причем самое смешное, что они озабочены только личной безопасностью преимущественно все. А американцы озабочены безопасностью Украины и всерьез предлагают условия лучше, чем наши балбесы могут выторговать. Ну, вот, потому что они все пытаются сохранить за собой политическое будущее, и там вот поэтому стоят вот за НАТО и за Донецкую область изо всех сил, чтобы не быть теми, кто это подписал. Поэтому, но как раз американцы-то способны гарантировать политическое будущее тому, кто подпишет. И кто раньше это сообразит, то тот и выиграет конкурс капитанов из нынешних претендентов. Многие и много сегодня писали об этом, видят в том, кто будет вместо Ермака, ну, мол, как будет дальше развиваться вот эта сделка и вот эти все, Никакой скажем так, разницы, торги. сразу скажу вам, сэр. Вообще никакой разницы, кто будет вместо Ермака. Это не имеет никакого значения. Он не восполнит Ермака, он больше не будет вице-президентом, фактически, вторым президентом. Конструкция, на которой стояла власть Зеленского, рухнула полностью. Сейчас переформатируется большинство в Раде, для этого достаточно уйти 5 депутатам. Выйти, да, и все. И последняя опора ломается. Поэтому, кого бы там ни поставили, это все. Сейчас вопрос звучит так. Скорость переформатирования Рады, получение гарантий тех, кто хочет подписать. Одни получают гарантии безопасности после отставки, другие пытаются получить гарантии политического будущего и конкретное решение двух вопросов. Вопрос с НАТО и выхода из Донецкой области. Все. Вот это вот пакет, который актуален. Кто главой будет офиса, это никак не влияет на этот пакет. Вообще никак. Честно говоря, я очень хотел бы посмотреть на этого самоубийцу, который решился приковать к политическому трупу Зеленского и вместе с ним утонуть. Ну, всем интересно, конечно, кто это будет. Ну да. Ну, то, что мы говорили выше, то, что Зеленский слаб, и это четко видно после отставки Ермака, это все поняли. Да он не просто слаб, он ничего не может вообще уже. Смотрите, там давайте не забывать, что там все висит на соплях, и все на пленках, включая самого Зеленского. Генпрокурор на пленках. Там главы силовых ведомств на пленках. Полправительства или все правительство на пленках, весь офис на пленках и так далее, и так далее. Ну, то есть это просто регулируется чем? Ну, выбрасыванием новых пленок в случае необходимости. Он полностью слаб, и единственное, что он торгует, это гарантия безопасности. Внешне для себя. Внешне это подается как некие там гарантии для Украины. Вот. Ну, понятно, у него вариантов не остается. Если ты на пленках, менять ты можешь только на проукраинскую позицию. Вот, пытаясь поставить часть симпатии общества, часть достаточно и силовиков, достаточно там какого-то политического актива, достаточно для того, чтобы продержаться еще какое-то время на должности и торгуясь за личные гарантии. Вот все. Все, что происходит. Ну, там еще появился сегодня, так интересно, слушайте, оказывается, Данилов — это хухря. Хухря! Значит, Позапрошлый. я расскажу интимные подробности из жизни офиса. Хотите? Да. Вот я никогда не рассказываю, что происходило, но это имеет общественно важное значение, поэтому я расскажу. Так сказать, из морального долга перед обществом, перед украинцами. Значит, однажды я разговариваю с Ермаком в кабинете. И Ермак жалуется на Данилова. Я говорю, что такое? Говорит, он таскает... Вторник это был день санкций. Во вторник американцам подавали списки санкционных. Он говорит, да, Ермак, вернее, Данилов таскает по 2-3 тысячи человек в списке каждую неделю. То есть массовое обелечивание шло. Американцы говорят, я не знаю, как объясняться, как этот помощник Байдена был, Салливан, с которым постоянно общался Ермак. Говорит, мне стыдно перед Салливаном, я не знаю, как объяснить эти 2-3 тысячи человек. Причем Данилов как-то там президенту в уши дул, помимо Ермака. Зеленский отдувался перед американцами, потому что американцы все санкционные списки проверяли. И Ермак постоянно ругался с Даниловым, таскай хотя бы по 150-200. Но что такое 2-3 тысячи человек каждую неделю? И это же продолжалось годами. Поэтому можете представить себе масштаб. Зато он выходил на публику и пыхтел, что я разумею всю вашу российскую мову. Человек из Луганска.
Поэтому, да, вот такая у нас власть. Я же говорю, они все из двух половинок состоят. Декорация вышивательстая с криками «Да, победим, уничтожим Россию» и изнанка. Там, где они коррупционеры такого масштаба и преступники, что на них клейма негде ставить. Клеймо уже не помещается. М, Да, друзья, значит, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. Это очень, скажем так, интересный момент. Но я бы хотел, смотрите, я бы хотел сфокусироваться в продолжении разговора на жизни внутри страны. Сейчас мы видим, как объективно, ну, все говорят, что люди хотят закончить эту войну, что все уже, да, но все равно как бы Зеленский на кого-то опирается. И, простите, но выглядит достаточно, ну, просто. Да, вот, ну, все очень просто. Ну, там, сделка США и Украины. Зеленский торгуется за свою безопасность, за свою шкуру, условно. Ну, чтоб его не преследовали и так далее. Ну, так пускай сдает Донбасс, сдает там все позиции и живым уходит, так сказать, отсюда. И народу, в принципе, было бы легче. Но все равно вот этот треклятый нарратив, а за что хлопцы погибали, он остается. Алексей Николаевич. Нужен ответ, за что погибали хлопцы? Нужен ответ, как себя вести, получается, с таким обществом, да, и с таким народом, вот такому лидеру, который должен сам ноги унести. То есть, как и вроде и надеждам соответствовать, потому что два нарратива, что быстрее заканчивай, или если ты сдашь Донбасс, или начнешь там уступки России, мы тебя снесем и, в общем, как бы перевернем. Донбасс, скорее всего, сдавать будет не он, а следующий после него, там, временно исполняющий обязанности. Вот. А что касается хлопцев надо всех поблагодарить. У нас общество путает две очень важные вещи. Они у всех военных, у всех, кто сейчас в силах обороны, особые заслуги перед обществом. Но особые заслуги не означают особого положения. Это такие же люди, как и все остальные, только с особыми заслугами. Соответственно, их надо всех поблагодарить за эти особые заслуги и начать длительную программу демобилизации и реабилитации. Вот. Но поскольку реабилитировать нужно все общество после войны, поднимать страну, да и особые заслуги есть и у медиков, и у спасателей, и у учителей, у всех украинцев есть особые заслуги. И даже у украинцев за рубежом есть особые заслуги. То надо строить общественную линию так, чтобы люди понимали, что у них особые заслуги, но не будет особого положения. А что хотят так называемый национал-патриотический лагерь, в кавычках, профессиональные патриоты, среди которых много военных, но много не военных, много политиков, они хотят особого положения за то, что они лучше других ненавидели Россию в это время. И у них есть общество, часть общества значительная, которая это поддерживает. Ну, там несколько миллионов, так точно. Поэтому центральный вопрос всей этой истории – это дать голос большинству. Раз. И дать в этом большинстве должны хорошо звучать голоса меньшинств. Например, национальных, языковых, религиозных и так далее. Хотя, если померить чисто в абсолютных цифрах, вопрос, кто еще там меньшинство. Да и в относительных тоже. Точнее, в относительных, да и в абсолютных тоже. Поэтому нам нужен центристский широкий проект, который снова скажет в хорошем смысле, какая разница, и начнет выполнять Конституцию и законодательство Украины. И когда там тетеньки, которые булят трехлетнего ребенка в детском саду, будут садиться на длительные сроки в тюрьму за буллинг ребенка. Неважно, языковая тема, неважно. Просто за буллинг ребенка. А у них не будут находиться восторженные поклонники, которые тысячами там посылают им поддержку. Вот это, несмотря на прямое нарушение законодательства Украины. Вот это и является спасением для Украины. Это является выходом экономическим, идеологическим, этическим, моральным, каким угодно. Нормальный центристский проект. Нормальный. То есть центристский проект нам не надо придумывать. Он прописан в Конституции Украины. И надо просто выполнить. И в Декларации независимости. Поэтому все, что нам нужно, это начать выполнять Конституцию. Как она есть. Реально практику такую завести интересную, как выполнение Конституции. И все сразу станет на свои места.
Видите ли, 3 миллиона вот этих, или там условно даже сколько, 5 миллионов крикунов, национал-патриотов, которые хотят там уничтожить Булгакова и всех русскоязычных детей, съесть, как Мадзюк заявила, я съела трех детей сегодня. Они же такие громкие, славные и крепкие до первых 5 уголовных дел за подобное высказывание. Все. Первых 5 посадишь, и на этом все. И они будут очень они займут все очень центристские позиции. Конечно, останется всегда группа невменяемых, но с невменяемыми свой особый разговор с ними тоже очень легко справиться. Возникает вопрос, как бы, насколько у новых властей, кем бы они ни были, есть потенция к вот пресечению, к выравниванию общества. Оно сейчас в резком дисбалансе. В резком дисбалансе. И вот его надо выровнять. Это как накренившийся корабль. Да? Вот надо пробоину заделать, выровнять, откачать воду, поставить на курс, чтобы он тихонечко поплыл. Вот это основная задача. Основная задача для Украины не внешнеполитическая, чего многие не хотят понять. Она внутриполитическая. Как говорил великий Ленин, внешняя политика является продолжением внутренней политики. Поэтому все надо наладить внутри сначала, а потом снаружи. Вот и все. Вопросы церкви, вопросы языка, вопросы там чего, вопросы общественной культуры. Это целый комплекс мероприятий. Армию демобилизовать нужно. Ну, все сразу не демобилизуешь, кто-то же линию разграничения должен держать, госграницы и так далее. Ну, там в половину, например. Интегрировать их в народное хозяйство, вылечить всем ПТСР, создать условия, где их общество принимает, понимает, благодарит. Создать условия, чтобы они не требовали особого положения, но имели полноту благодарности со стороны общества за особые заслуги перед обществом, за сохранение независимости Украины, как бы, да, украинской культуры и прочего, прочего. Поэтому, если понимать ее широко, вот и все. И начать восстанавливать страну. Но основой экономического восстановления будет только центристский проект. Напоминаю, что если внимательно почитать основополагающий документ НАТО, то там написано очень интересное положение. Что НАТО, одной из ключевых задач НАТО была как это, борьба с возрождением национализма в Европе. Это там так прописано. Поэтому ну, вот эти 5 миллионов, там 3, которые хотят запереться в НАТО на ультранационалистических лозунгах, они не понимают, что ну, как бы не будет, они не понимают, что не будет никакого НАТО на таких лозунгах. И денег никто на это не даст. Поэтому центральная задача новой власти – это выравнивание граждан Украины в правах. Что в Конституции написано, вне зависимости от языка, религиозной, этнической и прочей принадлежности, все граждане Украины равны. Это надо выполнить положение. Это станет основой экономики и стабилизации общества. И даже, возможно, возвращение части украинцев. А кроме того, это будет лучшее лекарство, такая внутренняя политика, для того, чтобы не возобновилась война с Российской Федерацией. И с кем бы то ни было. Зеленский умудрился перепортить при большой поддержке этих нескольких миллионов отношения со всеми соседями. Назовите хоть одного соседа Украины, с которым у нас не испорчены отношения. В той или иной степени. А основой любой стабильности и безопасности, гарантией безопасности для любого государства является не гарантии, которым кто-то написал там в Филькиной грамоте, а сильное государство, сильная экономика и нормальные отношения с соседями, всеми, включая Беларусь и Российскую Федерацию. Это возможно только если внутренняя политика будет выровнена. Тогда и выровняется внешняя политика. Вот и все. Вот это основная задача. Насколько ее готовы решать все будущие участники конкурса капитанов от Арахамии до Залужного, это большой вопрос. И это первый вопрос, который надо задавать на самом деле. Никак, ни за кем останется Донецкая область. А что вы будете делать с оставшейся огромной территорией Украины? Ну, 20% у нас отвоевали, еще с 1% выйдем, но 21%. А значит, у нас останется 79%. Что вы с ним будете делать? Это огромное государство. Даже Украина даже без этих 20% является крупнейшим государством Европы. Что вы будете делать с этим государством? Вы Конституцию собираетесь выполнять или нет? Вот центральный вопрос. Обидно терять Краматорск и Славянск там, и так далее, но тем не менее и все, Дружковку и Константиновку. Но это, если это цена за развитие, и, честно говоря, пока нас никто не слышит за то, что мы 3-4 года с собой делали, то, поверьте мне, это не цена.
Украина должна была бы, по идее, заплатить гораздо большим за подобный беспредел во внутренней политике и внешней. Ну, честно. Просто не потому, что мне хотелось бы, чтобы она заплатила. Мне хотелось бы, чтобы она не платила вообще. Ну, чисто вот на весах так посмотреть. Мы еще очень легко отделались за то, что мы вытворяли. Все дружненько. Поэтому что, распродавали Украину, сдавали оптом и в розницу, нарывались на войну. А теперь, видите ли, надо выйти из остатков Донецкой области. Ай-яй-яй, какой кошмар, нам все должны. А вот потом, что будет делать я вам скажу, что при правильном администрировании даже вот эти 79% Украины может иметь 1,5 триллиона ВВП лет через 15. Было бы желание. Есть желание или нет? Вот вопрос главный. Или мы хотим сохранить уютную систему и пилить уже новыми чиновниками, новой администрацией на новом энергоатоме? Чего мы хотим? А чья будет Донецкая область, поверьте, там и там, что там еще, вступим мы в НАТО или нет, куда нас никогда не примут. Они же прямо сказали, американцы, ну, слили, скажем так, что мы можем оставить это положение в Конституции, но мы у себя просто примем положение, что Украина в НАТО никогда не вступит в НАТО. И все, и имейте это на здоровье, и можете махать этими флагами в ближайшие 70 лет. Мы напишем, если не вы не исключите из Конституции, мы у себя напишем в положении НАТО, что Украину мы не принимаем. Все. И что тогда? Давайте о России поговорим. Поэтому я напомню пословицу, смотрите, что мою любимую, что мужчина – это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Враг Украины не Россия. Россия только на втором месте. Враг Украины – это даже Россия даже не враг, а противник в настоящий момент. Враг Украины – это внутренний безлад, вот этот вот невыполнение Конституции, да, и резкие, крайне шовинистические кидания нашего несчастного корабля, который весь в пробоинах. Антилюдской проект. Не проблема в том, что Украина антироссия. Проблема в том, что Украина антиукраина. Режим антилюдской. Население Украины сократилось со времен независимости. Сколько сейчас? 38 считают. Посчитайте, это потери больше, чем во Второй мировой войне. Это античеловеческий режим, античеловеческая система. Ее нужно уничтожить и построить вместо нее новую, развернутую лицом к людям. Все. А дальше, поверьте, внешняя политика сразу выровняется. Вы увидите, что страшные мерзкие зазихания России никуда как бы не релевантны более, если Украина выровняет внутреннюю политику. Не будет ни повода, ни причин нападать и там двигаться дальше. Это лучшая гарантия от возможной там нового раунда войны и всякое такое прочее. Ну, знаете, вы так говорите, мне это напомнило. А слушайте, а правда есть, что что-то в этом есть такое? Слишком много складывается. Вот у нас же как принято считать? Ну, вот этот Миндич Гейт, что он вскрыл? Тяжелую же такую, где-то даже, не буду говорить, что родовую, ну, такую архетипическую травму. Это с нами, с украинцами, очень давно. Это вот нелюбовь к евреям, да, мол, смотри, вокруг евреи, вот они все, вот это самое. Тут уже евреи против евреев, понимаете? Тут уже такое просто вылезло. Значит, выходит Кулеба. Это, конечно, что-то. Говорит, я в 24 году говорил, когда был на должности, давайте с Кушнером, ну, дружить. Есть контакты, выход у меня есть. Я министр иностранных дел тогда есть. А мне Ермак говорит, вот это все, ты ничего не понимаешь, с Помпео будем дружить, а с ними нет. И сейчас мы видим, что Кушнер вместе с друзьями Коломойского, ну там разного, там его, скажем так, соратниками гасят, как мама не горюй, как за родину. То есть получается евреи против евреев у нас сейчас в этом всем, да, а украинцы в стороне. И когда вот вы говорите про систему, да, которая бы обратиться лицом к людям, слушайте, так может и проблема украинцев в том, что как бы чем выше по этим ступенькам, тем меньше украинцев. Я имею в виду по национальному происхождению. Страшные вещи сейчас говорю, но тем не менее. Люди же не делятся на евреев и украинцев. Они делятся на умных и добрых или на глупых и подлых. Ну, или умных и подлых, и глупых и добрых. Вот и все. Евреи и не евреи, нет никакой разницы. Зеленскому и Ермаку предлагали, в том числе ваш покорный слуга, участвовал в предложении эксклюзивных возможностей общения с республиканцами. Скажем так, максимально деликатно. Организовывали встречи и так далее, и так далее. Они же сидели на демократической игле так, что даже когда прилетали сенаторы
Прилетали еще в апреле 22 года на договоренной встрече. Им давали отворот-поворот, потому что демократы, видите ли, узнали и возражали. Трижды прилетали только в 22 году, трижды да, с конкретным временем приема в офисе, их трижды разворачивали. Ведущие, старейшие сенаторы с огромным влиянием, конгрессмены, ну о чем говорить. О России хотел, Поэтому, да. как бы, понимаете, Байдена уже нет, а система создана Байденом все еще есть в Украине. Байденом и Соросом. Вот смотрите, завтра у Путина Витков. Что Угу. предложит? Многие говорят, что нечего предложить. Хотя, почему нечего? Может, просто мы чего-то не знаем? А, Что значит нечего предложить? Всегда есть предложить согласованный план, который там условно упирается в это НАТО и в этот самый. Ну, можно сказать, смотри, украинцам очень важно верить, что иметь конституцию НАТО. Наше предложение очень простое. Мы в документы наши НАТО руководящие примем, что мы не принимаем Украину. Как я говорил, все. Пусть они себя оставляют. Для Путина это выход. Потому что мы можем стремиться сколько угодно, ему все равно. Он народу покажет, смотрите, я добился от НАТО гарантии неприема Украины. Все, победа чисто. Второе по поводу Донецкой области. Ну, они предложат что-нибудь типа, давай вот ты не будешь заходить по границе Донецкой, станем по линии разграничения, но украинцы выйдут. А будет там демилитаризованная зона с турецкими миротворцами. Ну, он может на время согласиться. Почему нет? Вот вам и решены два ключевых вопроса. Нет, ну подождите, это абсолютно противоречит целям и задачам. Почему? Ну, о каких войсках НАТО вы говорите, Да, если это это не все Ну, война? хорошо, они будут бразильские, будут индийские, будут какие угодно. Какая разница? Это же турецкие войска очень условно войска НАТО. Они, в первую очередь, турецкие войска. Поэтому, в принципе, решение есть. Если есть стратегическое желание закончить войну, на этом этапе, подчеркиваю, то а у России, судя по всему, оно есть, то найдут они способ это все решить. Это невеликая проблема. Макрон сегодня... Другое дело, что они могут воспользоваться конкретными претензиями, там, конкретным каким-то пунктом плана. Просто первое, чтобы выиграть время для физического захвата Донецкой области, и не только. Как можно дальше продвинуть линию фронта. Второе, для того, чтобы еще больше надавили на украинскую сторону. Еще больше вскрыли компромат. Потому что хаос в украинском военно-политическом руководстве на руку России. Для продвижения своего влияния здесь, внутри, в дипломатии, для влияния на будущие выборы в Украине и прочее. Поэтому, да, они могут потянуть и могут тянуть аж там до весны, до мая, но сильно далеко они не затянут. Их все-таки замерят на это время. Ну, замерят, и они замерятся. Поэтому там, видимо, позиция Китая еще очень большую роль играет. Вот я о Китае хотел спросить, потому Да. что Макрон сегодня пообещал Зеленскому, он там 3 числа будет в Китае встречаться с Си Цзиньпином, говорит, будет Мгм. просить, чтобы надавили на Россию. Как трактовать это заявление? Ну, Макрон же пытается поддерживать падающие политические штаны. Я, честно говоря, можно не обращать особого внимания на то, что он заявляет. Европа не имеет решающего голоса. И тем более Макрон в положении хромой сбитой утки. Вот. И второй момент, как бы, я думаю, что ну, по некоторым признакам, например, Штаты, один назову, Штаты молчат про Тайвань, Китай молчит про Венесуэлу. Мгм. Вообще молчит, никак не упоминается. Похоже, что о чем-то они там договорились. Я резюмирую. Война в Украине будет остановлена. На время или на время это зависит в очень большой степени от того, что будет делать Украина с собой, не с Россией, не со Штатами, а с собой после окончания войны. Она, может быть, не будет остановлена завтра, она может остановиться в апреле, в феврале, в мае, там еще где-то она будет остановлена в какие-то исторические сроки. После этого в Украине будут проведены выборы, и вопрос, куда она двинется дальше, это Украина. Ключевые позиции, которые удалось отстоять, это численность вооруженных сил. Мы не можем остаться безоружными. Это вооруженные силы– одна из 3 элементов устойчивости государства. Не против России, само по себе устойчивость. Особенно в геополитическом бардаке, котле, который сейчас заваривается. Вооруженные силы, сильная экономика и хорошие отношения с соседями. Соседи, да, включая Россию и Беларусь, с ними придется налаживать отношения, выстраивать. Основа этого– смена проектности внутри Украины на широкую центристскую, простыми словами, выполнение Конституции. Все.
Вот это вот комплекс проблем, который перед нами стоит. Конечно, хотелось бы, чтобы война закончилась завтра, но даже если она закончится в мае, этот комплекс проблем никуда не денется. Он только больше актуализируется, потому что развала будет еще больше, потерь будет еще больше. Как бы, я не знаю, ненависти взаимной, раздратування, там, разочарования будет еще больше. Чем раньше закончим, тем лучше. Если потенциал ее закончить быстро, судя по всему, есть очень быстро. Достаточно быстро, там, вплоть до этого года, там, до февраля, января и так далее. Если потенциал у России продолжать и затягивать время и продолжать воевать, на определенных условиях, да, но это больше зависит от позиции Китая, там, России, совместных Штатов, вот этих больших договоренностей в треугольнике, скорее. Ну, Путин едет в Индию сразу после встречи с Виткофом, наверное, там о чем-то будет говорить в том числе. Индия важная, важная очень вершина этого четырехугольника, этой конструкции. Давайте к фронту перейдем. Значит, я планирую как бы по классике, а там как пойдет. Начать я предлагаю с Сумской области. Вот прям чтоб с самого севера. Значит, было сообщение, что до 1 декабря якобы, да, Зеленский дал распоряжение убрать российские войска из Сумской области. Как видим, ничего не убрали. В общем, это все опять, знаете... Ну как, российские корреспонденты военные говорят, что там концентрация украинских войск, которые пойдут, или ура, там в контрнаступление выбивать и прочее. Вот. Ну, допустим, пойдут, посмотрим. Это фактор не очень большого значения. Для сумчан, да. Для того комплекса вопросов, которые я обрисую, не очень. Вот. Второй момент, что там у нас Харьковская, та же история, север Харьковская, у нас восток Харьковская, Купинск, Нет, который... давайте начнем с Да. Волчанска, потому что С Волчанска? Волчанск сегодня отрапортовал Герасимов Путину, об этом сообщили официально, что Волчанск пал. Плюс Белоусов, давно его, кстати, не было слышно, особенно по военным вопросам, вот во время нашего эфира вышел с заявлением, что взятие Волчанска, ну и Купянска туда дальше, освобождает какое-то количество войск для того, чтобы идти дальше. Они дальше идут. Ну и Песков говорит, на 26-й год все там, зима, все есть, все планы по пайке, ну, по еде солдатам, по одежде, все будет. Значит, будет война, получается. Нет, они говорят другое. Они говорят, что если мы не договоримся дипломатически, то мы добьемся этим военным путем. Путин же это же сказал, выступая в Центральной Азии, правильно? И так далее. Позиция их не меняется вообще. Она как была, так и есть. Падение Да. Волчанска и Купянска, если все, как говорит Россия, к чему Ну, в военном упали смысле? они, ничего не поменяется. Но они будут дальше наступать на севере Харьковской области. И там, наверное, на востоке тоже, охватывая Харьков с двух сторон больших. И создавая условия для взятия Изюма, там, например, для того, чтобы славянско-краматорскую операцию закрыть. Ну, та же логика, ничего не меняется. Отойдут ли, будут ли, обменяют ли в обратном направлении. Там же одно из предложений звучало как, что если вы выйдете полностью из Донецкой, то мы добровольно уйдем с Сумской, Харьковской там, и прочих там захваченных и так далее. Было же такое предложение? Было. Оно до сих пор на столе, подозреваю, как вариант. Всегда же есть 3, 4, 5 вариантов на разные схемы договоренности. Но в целом они удерживают ту же логику. Ну, Купянск, видите, как сегодня отчитались, а Зеленский говорит, нормально все, мы их всех Ну, зачистили. Купинск не взяли, это я знаю точно. Насчет Волчанска я не успел уточнить, Купинск точно нет. Это сказки Венского леса, но как бы сказать, что это, там, мы его отстоим, тоже было бы напрасно. Не отстоим, скорее всего. То есть это вопрос времени. Это потому, что на том направлении солдаты ВСУ как бомжи, как Нет, это сказал потому что Путин. резервов тупо нет. Просто вот и все. Ну, нету резервов у нас. Достаточно для того, чтобы сразу и Волчанск, и Сумскую область, и Купинск, и все на свете отбивать и удержать. Какие-то есть, потому что он даже Покровск до сих пор не полностью взят. Ну, точнее, он взят почти полностью, но там бегает наше ССО, и дронщики воюют и так далее. Но, в принципе, стратегическое преимущество за Российской Федерацией, за ее войсками, за ее группировкой. То есть вопрос падения города, который и так взят на 85%, там, на 70%, на 50%, это вопрос времени.
О каком времени мы говорим, если, ну, Да, переносимся уже это на... надо знать резервы, которые у нас, у них. Ну, допустим, их я знаю, а наши, даже если бы знал, не сказал бы. Поэтому не могу оперировать аналитически, я могу только сценарно, перспективно. Скорее всего, да, возьмут и Купинск, там, да, и Покровск, возьмут и Мирноград, возьмут в ближайшее время, если так дальше будет продолжаться. а, ну, так возьмут, соответственно, освобождается армия, и она идет Но она дальше. пойдет дальше по направлениям. От Купинска они пойдут на Изюм, от Покровска и Мирнограда, я не знаю, скорее всего, на Доброполе. Я бы пошел туда и выше на Барвинково, если уже решать задачу захвата Донецкой области полностью. Ну, где-то вот так вот. Какая-то часть, возможно, уйдет на Запорожское, потому что оно очень лакомо выглядит. Там стык Запорожской и Днепропетровской. Туда. Ну, примерно так. У них основная мулящая история – это Сиверский выступ. Вот если они его сомкнут, умудрятся, то тогда высвобождается очень хорошая масса войск, которую можно кинуть на какое-то направление. Но он пока стоит, не хочет двигаться. Хотя там тоже и возникли нюансы в крайнее время. Ситуацию в районе Гуляйполя, как вы оцените сейчас? Потому что там даже пару дней назад вбрасывали видео старое там с зеленкой еще, что вот мы отбили, а потом вынуждены были позорно удалять. Эта информация не подтвердилась. В общем, бои в самом Гуляйполе на подступах прям идут на окраинах. И, судя по всему, вход в Гуляйполе, ну, вот, как бы нормальная история, то есть, как и по всем другим городам. Но что означает потеря Гуляйполя для этого направления? Ну, просядет очередной узел обороны, да, и российские войска продвинутся вперед. Да, как бы там и так до Запорожья 30 километров. Поэтому ну, будет 25. Как бы, да. Это частный будет военный успех на конкретном направлении, но имеющий хорошую перспективу стать оперативно-тактическим, потом оперативным. Ну, то есть, смотрите, одно падение конкретного Гуляйполя, падение конкретного Покровска, Купинска ничего не меняет в стратегической рамке войны. Но накопление таких падений влияет морально, информационно, политически, как бы, да, плюс выматывает наши войска, тратит российские, конечно же, тоже, но и наши. Вот, сокращает линию фронта, высвобождает противнику резервы. То есть создает сумму условий, когда следующий населенный пункт им будет брать легче, чем это. Если еще видеть конкретное начертание линии обороны, где они там где-то прорвали и обошли, то наши, которые были созданы, то это еще такая штука, например, зайти за линию обороны, где дальше нет укреплений, это очень перспективная история. Тоже часть условий. Но в войне такого масштаба не работают разовые акции, работает только накопление, постепенное накопление. Ну, перспективы такого накопления весьма позитивные для российской стороны, весьма негативные для нас. Перспективы. Но дело в том, что умные как раз ориентируются на перспективы, которые политику выстраивают, и военную, и там, гражданскую политику, не на существующее положение дела, а на перспективы. Надо смотреть. Как, Прогнозировать начинается. как вы оцениваете заявление Марченко, экс-генерал-майора, о том, что будем... Ну, в принципе, повторил за вами, вы давно об этом говорите, будем терять много-много, но он прям четко обрисовал, что перепрыгнут речку, заберут Херсон, пойдут на Николаев, ну, а там и Одесса недалеко. Прям по-военному, такими широкими очень шагами и мазками прошелся. Ну, для того, чтобы они перепрыгнули речку, это нужно все-таки там где-то взять много-много российских резервов. Например, если они берут Донецкую полностью, становятся в оборону, дальше не идут, к примеру, они тогда высвободят достаточное количество войск на Херсон. То есть они тогда, получается, как боксер левой рукой прикрываемся, правой бьем. Там или наоборот. Они стали в оборону на определенных участках. Оборона всегда легче, всегда требует меньше войск. Когда и нам наступать, честно говоря, нечем. А высвободившийся массу войск загнали туда, и там реально наступают. Но, во-первых, до сих пор они так не делали. Они везде стремятся наступать. Это одна из особенностей этой войны. Постоянно держать всю линию фронта в более-менее напряжении. Во-вторых, ну, с другой стороны, никто не мешает так сделать. Но это не просто. Перепрыгивать речку очень непросто. Тем более с низкого берега на высокий. И, опять же, нет никакой поддержки флота. Там поддержка авиации ограничена. Поэтому такая полномасштабная десантная операция – это высшая степень сложности операции в военном искусстве.
И это не так просто будет организовать. В перспективе, если мы вообще окажемся без войск, как бы да, тогда, конечно, просто переплывут. Но вот до этого совсем очень далеко, даже как для перспективы далеко. Как вы относитесь к заявлениям, что Одессу и Николаев возьмут без боя? Ну, а кто их собрался отдавать без боя? Ну вот здесь вопрос, понимаете? То есть, что должно так произойти, чтобы условно... Украина должна остаться без вооруженных сил полностью. Развалиться как институт. Штык в землю, все разбежались по домам. Тогда да, тогда без боя можно брать. Ну, а пока есть хоть какие-то вооруженные силы, это будет непросто. Ну, какие-то пристойные. 1300-400, не меньше. а, Погранцы на западной границе, мусора и ТЦКшники будут защищать города, поэтому их не отправляют на Смотрите, передовую. погранцов ротируют. Это один из мифов, что они сидят там на западных и южных границах и как бы и только проверяют, обелечивают. Да, это не так. Их ротируют постоянно, то есть они все воюют, а потом уезжают там подежурить на западной границе. Так что, когда вас пограничник на западной или южной границе проверяет документы, это почти 100% воевавший человек. И неоднократно бывший на ротации там и так далее. То есть воевавший, погибший и так далее. Что касается полицейских, ну, в принципе, это очень серьезный резерв для людей с оружием, которые уже сведены в военизированное формирование и как бы могут воевать. Но они же всегда были опорой режима. Поэтому, если их швырнуть на фронт, то тот, кто им этот приказ отдаст, должен им обладать гигантской степенью легитимации, чтобы режим после этого не зашатался, когда мало полиции станет. И есть ли у нас сегодня такая фигура? Большой вопрос. Для этого нужно полное гражданское согласие властей с народом, чего у нас отнюдь не наблюдается. Значит, м, так, значит, мы подведем итоги, друзья. Единственное, что я бы хотел важный вопрос задать в контексте, ну, вот вообще ситуации с Черным морем. Ну, уж коли про Одессу заговорили. Эрдоган сегодня сделал заявление там перед нашим эфиром, говорит, все стороны, всем жестко турки дали понять, что, в общем, всем сторонам, имеется в виду, я так понимаю, и Украине тоже, которая взяла на себя, потом публиковала карты, что вот мы, смотрите, какие мы бравые, в общем, атаковали торговое судно под чужим флагом, ну, все понимают, что российское, теневой типа флот, но российское, но в территориальных водах страны НАТО. Чем Ну, и аукнется? Казахстан возразил относительно атаки нефтяного терминала Да, ну, потому что там в общий Новороссийске, бизнес, да. потому что, да, это его. Чем это аукнется? И, собственно, зачем это Украине? Ну, разовый инцидент ничем не аукнется, а если будет системная история, то Турция изменит свою позицию не в пользу Украины. Насколько это серьезный фактор, очень трудно сказать, но Турция один из немногих государств, проводивших до сих пор взвешенную политику в отношении Украины, в чем-то даже дружество. И, конечно, портить с ними отношения – это большая глупость. Я же говорю, назовите соседа, с которым мы не перепортили отношения. Ну, совсем не перепортили. Сейчас с турками решили поспорить. Хотя Турция – это один из самых критических, вернее, один из самых ключевых игроков для влияния на Россию. Я просто напомню, что там и какие-то корветы строятся, Корветы строили, они нам не нужны, но их строили как взятка турецкой стороне в хорошем смысле. То и есть это, оружие да, тоже для турецкое. сохранения политической позиции, да, турецкой поддержки мы разместили заказы. Вот. Но это, насколько это было оправдано, это большой вопрос. Как бы надо взять всю подноготную. Ну, почему это было сделано, понятно. Корветы невозможно применять в Черном море. В данных конкретных условиях, в условиях развития морских дронов, авиации, там, контроля и прочее, прочее. Но зато, возможно, туркам подсластить пилюлю, дать заработать таким образом, особенно конкретным людям, возможно, конкретным компаниям. И Деньги-то таким чужие, образом, европейские. да, и таким образом сохранить хорошие отношения.
Но вот сейчас мы построили корвет, а теперь портим отношения с турками на том же море, по тому же морскому вопросу. Безумцы. Ну, этот танкер ничего не решает, а отношения с Турцией подпорчены. Да, друзья, значит, ваши голоса вот так распределились. Если Зеленский уйдет, как это повлияет на скорость мирного трека? 6% считают, что придаст хаоса и все вообще затянется, не пойми кто, что, кому, как уйдет, вы что? 27% считают, что никак не повлияет. Отставка Зеленского – это часть стратегии, в общем, часть сценария. 32% Зеленский руками и ногами вцепился в трон. Не уйдет никуда. И 36% однозначно дела пойдут быстрее. Ну, у нас прям, знаете, ну, как бы разные варианты. У нас прям... 100% идут дела быстрее. Ну, видите как, вы солидарны с большинством. Друзья, спасибо, что проголосовали. Значит, Зеленский уйдет, и дела пойдут быстрее. Друзья, переходим к сессии вопросов и ответов. Значит, пробежимся по вопросам. Режим Блиц. Алексей Николаевич, давайте начнем с тех, которые по ходу эфира по QR-коду задавали. Если только останется правобережная Украина, Арестович все равно пойдет в президенты, спрашивает пользователь. Вы слышали такое в нашем детстве, как писали на бочках с квасом? Дождитесь отстоя пены. Да. Вот я в ближайшее время, скорее всего, никуда не пойду. Я дождусь отстоя пены. Все глупости должны быть сделаны, все скороспелки должны быстро выстрелить и попробовать порулить, поспасать и так далее. Народ должен еще раз инвестировать не туда. И вот когда уже это выгорит, тогда уже и вернем. А сколько от Украины останется, посмотрим к тому моменту. Хотелось бы, чтобы побольше. Отстой пены, это да, это хорошо. Не опасно ли для президентства выбирать человека без опыта в управлении областей, больших предприятий или иных структур? Зачем выбирать на 4 года человека без опыта? Только научился, и срок закончился. Это очень большой вопрос. Во-первых, он может быть избран на второй срок. Во-вторых, есть люди, которые не хотят возглавить коррупционную систему или хотя бы смиряться с ней, а реально перестроить систему, могут и за 2 года сделать очень много. Было бы желание. Так, переходим в закрытый клуб зрителей. Значит, здесь вот такие для вас вопросы. Так. Значит, уважаемый Алексей, а правда ли, что солдатам нередко, Сергей задает вопрос, приходится есть крыс, чтобы выжить, или это вброс? Сталкивались ли вы с такой практикой во время вашей службы? Ну, такого я не слышал ни разу. Даже в 90-е голодные годы, где было все очень печально, когда я учился в военном училище. Крыс. А сегодня солдаты, скорее крысы съедят солдат, которые сидят там на передовой в этих норах и снабжают их с дронов. Но им кидают вполне себе нормальные сухпайки. И ловить крысы есть необходимости, насколько я знаю, до сих пор не возникало. Угу. Александр, здравствуйте. Ваш гость на разных площадках акцентирует на бесчеловечном обращении с украинскими пленными со стороны России. А что со стороны Украины? Как-то иначе? Если нет, то почему Арестович про это ничего не говорит? Его вот такая позиция в этом вопросе выглядит как минимум странно. Ну, как бы мне неизвестен ни один случай жестокого обращения с российскими военнопленными с момента, когда они уже попали в места лишения свободы, содержания пленных в глубине, в тылу украинской территории. Я не говорю, что их нет, я говорю, что мне неизвестно. А на фронте я почти убежден, что разные инциденты встречаются, но покажите хоть одно видео расстрела российских пленных. Вернее, российских пленных украинскими солдатами. А обратных видео, когда расстреливают россияне украинцев, десятки. Ну вот в момент этих переговоров вбрасывались и с одной, и с другой стороны. Верифицировать сложно, конечно. Ну, покажите, вот украинские солдаты выложили, вот так, как крайний случай, который нам показали, да? Вы положили там российских пленных в рядок и расстреляли. Хоть один покажите.
Ну, были, показывали вот в этот момент. Ну, может быть, не Потому знаю. что это специально, чтобы сорвать вот эти все мирные там Может движения. быть, не знаю, да, но как бы тут вопрос там сравнения количества. Сколько, например, было где предположительно украинские и предположительно российские. Ну, мы тоже не можем судить о количестве по видео. Это же Ну там... почему? Поле боя ж контролируют одинаково и наши, и они. Дроны Вы висят имеете в виду с только дронов? Мгм. с дронов, конечно. То есть, если бы было много таких случаев, россияне 100% бы выкладывали. Так, продовжаємо. Сообщество YouTube. Запитання Арестовичу. На початку вторгнення ЗСУ мало перевагу в безпілотниках, протитанкових системах, засобах зв'язку, екіпіруванні бійців та кількості військовослужбовців з реальним бойовим досвідом над Росією, у якої була перевага в ракетному озброєнні, літаках і кількості артбоєприпасів. Чи міг би пан Арестович назвати, в яких типах озброєнь ЗСУ має перевагу над супротивником зараз? Мы вначале не имели никакого преимущества вообще, и в течение войны не имели никакого преимущества. Всегда были. У нас было количественное и качественное отставание. Вру. До российской мобилизации было у нас количественное превосходство. Ну, там 250 тысяч войск, а заходило там 100. Да, что заходило такое? 300-300, 30-330, а у нас под мобилизацию стало сразу под 800. Ну, то есть у нас было троекратное преимущество. Но по вооружению военной техники у них было полное преимущество, а сейчас он только наращивается. Те, которые давали нам там все эти химарсы, там прочие там самолетики, там всегда было мало, плохо, по принципу плохо, мало, недостаточно. Вот они давали ситуативное превосходство, которое в дальнейшем купировалось потерями, которые несли наши системы, там, да, и российскими средствами противодействия. Иван задает вопрос. Если США прекратит поставлять Украине спутниковую информацию, то возможно ли ее покупать у них? Ведь это в основном Это же политическое решение. со спутников, принадлежащих частным компаниям, не так Со ли? спутника притулы, друзья мои. Там все будет полнота информации, вся там. Ой. Так, значит, ну, такой веселый вопрос от Евгения. Значит, смотрю каждый день Александра. Алексей в одном из передач говорил, что при его избрании во власть будет амнистия для всех, кто попал под колеса мобилизации, в том числе и кто за границей. Если это действительно так, то, думаю, шансы есть у Николаевича. При прочих равных, мол, демократия открытая, Алексей сдержит слово. Просто тезис ваших в интервью. Я железно сдержу слово, если приду. Но приду ли и когда приду, это большой вопрос. Давайте посмотрим. Алексей Николаевич, вы спасители будущее современной процветающей Украины вне блока НАТО и живущие в мире в согласии с соседями. Спасибо вам за хорошие, там куча смайликов позитивных. Спасибо. Здравствуйте. Пути идеологии стали очень размытыми, почти везде популизм. Например, футболки с Че вполне продаются крупными капиталистами, несмотря на вполне коммунистические взгляды. Либерализм срывает маски, миролюбие вновь, но теперь без имени, как это было с фашизмом. Идеологи изжили, получается, себя. Если так, шанс ли это сегодня людям встать и отказаться от такой цивилизации и жить в мире без грязи и политики? Спасибо. Либерализм никакие маски не срывает, он просто не справляется. Либерализм был предназначен как идеология для времен Шерлока Холмса, когда можно было сутками сидеть в кресле, медленно думать, все процессы были медленные. А современный мир настолько ускорился, что все ценности либерализма, рациональность, медленное принятие решения с учетом всех сторон не работают. Вот либеральный характер носят европейские институты, например. Посмотрите, как медленно и некачественно принимают решения, согласитесь. Да, вот вам либерализм. Что касается идеологии, покуда есть люди, всегда будет идеология, и без идеологического общества построить невозможно. Вопрос, какая идеология? Идеология должна расширять права и свободы человека и защищать. Вот ее главное направление. Назовите ее хоть серо-буро-малиновым ежиком. Она увеличивает права, защищает свободы. Все, способствует их там, росту и процветанию людей, раскрытию таланта, более счастливой и организованной жизни. Хорошо, не способствует, плохая идеология. Виталик спрашивает. Алексей, после 22 года какие люди в политике вас больше всего разочаровали и почему? Меня никто не разочаровал, я наоборот очарован. Я вот сейчас смотрю за перекличкой, как они все наперебой повторяют слова Арестовича, сказанные Шелесту 2 года назад.
все эти люди. Поэтому они меня все очаровали. Они очень очаровательные такие наши политики и желающие быть политиками. Мгм. Значит, не думал ли Алексей, Дмитрий пишет, что украинцы пока не готовы к миру? Спросите обязательно, что Арестович думает по поводу того прогноза. Э, Большое спасибо за ваши эфиры и за правду. По поводу прогноза. Сейчас гуляет по сети, авторство не установлено. В общем, Ермака снимают, там Майдан, Зеленский уходит, объявление перемирия на время выборов, быстро выборы, быстро там прям с датами есть, не хочу просто рыться, искать четкий план. В марте прям выборы, в апреле подписание финала. Ну, то есть вот такая хронология, такой Я сценарий. думаю, что Россия на это не пойдет. Она сначала подпишет, а потом выбор. Ну, максимум, на что она может пойти, это на то, что разделить мирное соглашение на две части. И, например, она может захотеть, что условную остановку войны и там ряд пунктов быстрой реализации подписывает нынешний ВРИО президента и Верховная Рада теперешнего созыва как-то это легитимизирует в той или иной форме. А уже новая должна будет принять, ну, перелегитимизировать вторую какую-то часть на уровне там, полномочий, полученных новым президентом, новой Верховной Рады. Вот такое я еще могу принять. Так что, скорее всего, будет так. Уйдет Зеленский, в новый ВРИО подпишет соглашение для проведения выборов. Потом действительно быстрые выборы, 100 дней на них дадут, очень быстро все произойдет, и вот новое будет уже там легитимизировать. Мгм. Так, значит, вот такой вопрос. Считаете ли вы, что Зеленский, Юрий пишет, пожалел о том, что ввязался в эту историю с президентством сейчас? Может быть, и жалеет. Я думаю, он только эта штука начала. Я думаю, что наступит время, когда он будет очень сильно жалеть. Но будет поздно. Повторит ли Зеленский судьбу Бандеры? Сперва союзник посадит, а затем враг уничтожит. Не знаю, посмотрим. Но я, честно говоря, не завидую. Он уйдет как мега-коррупционер. В этой памяти останется как минимум как мега-коррупционер. Это минимум. А может быть, что и похуже. Какой совет, Мариана спрашивает Алексей, дал бы сейчас Ермаку? Да он уже за пределами зоны советов. Вы считаете? Да. Думает отпетлять, вернуться в политику, но ему не удастся. Они накопили такое количество врагов, конкретных врагов, во всех, во всех странах мира, до которых дотянулись, особенно в Украине, которые ему не простят, догонят. Поэтому в ЗСУ, не ЗСУ, уже никакой разницы. В Украине, не в Украине. И их достанут и догонят. И Зеленского, и Ермака. Ну, Зеленский как президент имеет больше шансов отпетлять. У Ермака никаких шансов нет. Это, кстати, вот тоже, да, нет уже статуса, нет уже покрышки. Нет, Ну, ничего нет, все уже. А огромное количество людей, которым они поломали судьбы, разбили, есть. Ну, вот пример, который привел Юрий Бутусов, что на это написал свое обращение к Ермаку там, или к зрителям, когда, читателям, когда Ермак сказал, что идет в ЗСУ, было известно. Он, Денис, не помню, как фамилия, который разоблачил его брата, который торговал мгм. должностями. Его под конвоем военной контрразведки засунули в ВСУ, и он там героически воевал и погиб впоследствии. Вот человека насильно мобилизовали, скорее всего, по команде Ермака и так далее. Он говорит, ну вот, пусть придет, заметит его в его же подразделении. Вы думаете, он один такой? Разделенные семьи, разоренные бизнесы, отнятые, бесконечные забеги силовиков, инфаркты, инсульты там и прочее, там погубленное здоровье, погубленная жизнь и карьера, и таких же людей тысячи, только под санкциями 8 тысяч человек. Вот. Не все из них такие христолюбивые, как Арестович, который готов, ну, как это, по-человечески простить. И, политика, там отношения, скажем так, похуже, чем в организованной преступности. Поэтому и похуже, чем на войне. Догонят 100%.
Лена, добрый вечер, Александр, Алексей. Не могу не задать Арестовичу вопрос о тревожных чемоданчиках. В Нидерландах правительство распространяет методичку по запасам дома продуктов, воды, наличных денег, чтобы продержаться 72 часа. Есть ли реальная угроза, или это делается для запугивания, чтобы Нет, милитаризировать это не Европу? запугивание, это в рамках общей европейской программы по подготовке к Европы приведения в состояние готовности защищать свои интересы военным путем. Ну, в Берлине, немецкая армия тренирует бои уличные в Берлине. О чем вы говорите? Алексей, Оперативные планы разрабатывают. Алексей, вы согласны с тем, что подписание мирных соглашений зависит исключительно от ситуации на поле боя? Если да, то вопрос как к военному эксперту, можно ли в ближайшие пару лет ожидать существенного перелома в военном конфликте, который принудит Украину к подписанию договора? Пару лет, да все быстрее гораздо будет. Раз. Во-вторых, поле боя в значительной степени влияет. Но это второй по значимости фактор. Первый – это большие договоренности Индия, Китай, Россия, США. Вот где-то в этом четырехугольнике. Ну, Европа. 5. М, Так, тут приходят новости о том, что Путин заявил о необходимости создания зоны безопасности вдоль границ с Украиной в районе севера. Это вот, кстати, в настоящее время там небольшой плацдарм на севере Сумской области. В общем, Харьковская, Сумская, Черниговская области. То есть опять мы возвращаемся к этим санитарным буферным Так зонам. это же, они могут выполняться иначе. Например, отведением войск, созданием запрета там 50 километров на приближение. Это еще все первый Стамбул. Там рассматривались 50, 100 и даже 150 взаимное отведение сторон от государственной границы. Войск. Это все то же самое. Ничего не меняется. Все тот же Стамбул один с небольшими вариациями. Только потеряно огромное количество жизней и судеб и экономики. Нынешняя молодежь поколения Z, пишет Денис, окруженная миром кривых зеркал, потеряла веру во многое, вплоть до самого фундаментального. Ставя в себе в роль стороннего наблюдателя, переосмысливают и выстраивают собственное убеждение, мораль и мировоззрение. Говоря о будущем, мы часто не берем во внимание смену эпох. Например, так было с хиппи. А какой мир нас ждет в эпоху нового поколения? Какой Я думаю, вопрос? будет через 15 лет мы не узнаем этот мир. Настолько радикально поменяется, и что просто будет ни на что не похоже. И главным агентом будет искусственный интеллект, совершенствующий с каждым днем. Все будет другое совсем. Так, переходим к чатикам. Друзья, спасибо большое. Так, ну тут пишут, вот Залужный обвинил Зеленского в провалах ВСУ. Ну, смотрите, сейчас много будет Залужного. Вот. Зачем он приехал, спрашивают у вас в чате. Ну, зачем? Я не знаю, Политик. зачем он приехал. Может, зимние вещи взять, я говорил, повторюсь. Может занять какую-то должность, может в выборах уже участвовать. Мы не знаем. Но я вас уверяю, это проявится в кратчайшие сроки. Чего гадать-то? Значит, возможен ли сценарий, Ермак якобы отправится на фронт, и там тут же якобы погибнет как герой, еще и медаль получит посмертно, и счастливый к Минтичу кофе пить. Так выйдет сухим из воды. Ну, погибнет условный Ермак. Я прям вижу тех людей, которые его подразделения или там окружение, которые согласятся в этом всем участвовать и никогда больше не признаться. Прямо вот военные подписываются под это все. Это практически невозможный сценарий. То есть бегство под видом гибели. Вот. Ну, а то, что он погибнуть может, ну, как все военные, они всегда находятся, и не только военные, под этой угрозой. Арестович, представьте, Алексей, вот представим, что народ выбрал Арестовича, что вы будете с сегодняшними коррупционерами делать? Сажать или помиловать и дать убежать? Смотрите, первое, что я буду делать, я не буду брать сам. И никому не дам брать из своих. Таким образом, ты получаешь моральное право заниматься теми, кто берет. У них же у всех предыдущих президентов что была проблема? Сам берешь, как-то неудобно требовать с других. Вот, а на то у нас НАБУ, у нас на то САП, у нас на то СБУ, у нас на то ДБР. Есть куча органов. Половина из них, если не большей частью, руководит президент. Правильно? Непосредственно.
Пожалуйста, надо даст вырабатывать стратегию борьбы с коррупцией, преследованием коррупционеров. Если понадобится какое-то гражданское согласие, степень коррупции будет такой, там, найдено, что она не решается без легализации части капитала, всего остального. Это все решается консенсусом, подписанием общественного договора на платформе Верховной Рады, там, да, с ее гарантиями. Как бы рецепты понятны. Это же в политике что делать самый дешевый вопрос. Самый дорогой вопрос кто будет это делать. Что делать, понятно. Мгм. Так, чат трансляции Алексея Арестовича. Значит, здесь вот у меня был вопрос. А, нет, он улетел, убежал. Значит, станет ли Украина новой Грузией? В Грузии после проигранной войны реализуется русский проект. Ждет ли Украину то же самое? Роман Я не думаю, что спрашивает. в Грузии реализуется русский проект. В Грузии реализуется грузинский проект, который комплементарен России. Вот, российской проектности, видению там грузинской политики в значительной степени. Это абсолютно не значит, что это будет и через 5 лет и так далее, когда правящая коалиция, например, уйдет. Что касается Украины, здесь тоже не будет русского проекта. Здесь будет очень сильно аффилированный на Запад проект по одной простой причине. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Хотелось бы реализовать хоть сколько-нибудь проукраинский проект. Не в смысле национал-патриотизма, а в смысле, ну, как-то построить свободную, цивилизованную страну. Мгм. Уважаемый Алексей, почему вы считаете, что поход на Киев со стороны армии России вероятнее и гипотетически успешнее, чем поход на Херсон и переправу через Днепр? Ведь в 22-м Херсон Россия захватила, а Киев нет. Потому что был элемент внезапности и провала обороны, в том числе прямого элемента прямого предательства на юге Украины, который требует своего расследования. А на Киев была выделена слишком маленькая группировка. Если они сейчас найдут 150-200 тысяч, то вместо 40, которая была 45 в начале, то имеет очень хорошие шансы на успех. Но им просто не даст никто этого сделать, скорее всего, в ближайшее время. Заключат мир, и на этом стоп. Да и опять же, Мгм. где взять эти 150-200? Там надо целое стратегическое, оперативно-стратегическое направление закрыть какое-то там километров на 300, чтобы снять оттуда столько войск, чтобы там уже не было войны. Либо мобилизацию в России объявлять. Ну, смотрите, тут же опять и снова вот есть просто разные оценки. Есть эксперты, которые оценивают, что после вот условно провала там, ну вот как бы, да, перемалывания на фронте по известным направлениям, у Украины вообще не хватит резервов, и ей надо будет выбирать или Херсон оборонять, или Киев оборонять. И сейчас под Киевом уже тоже как бы задумались и строятся вот эти укрепления, пытаются, ну, в общем, Да, но до прогнозировать. этого еще некоторое время. Между этим временем стоят, судя по всему, серьезные договоренности США, Китая и России о том, чтобы притушить эту войну. Если не закончится совсем, то притушить. А поход на Киев – это резкое, это все равно, что стол перевернуть, за которым ведутся переговоры. Это слишком резкое действие, слишком недружественное к высоким договорившимся сторонам. Для этого нужно, чтобы они очень крупно поссорились. А с чего бы? Мгм. Значит, Алексей, что бы вы выбрали, Артем спрашивает, удобную, но коррумпированную систему или честную, но некомфортную? Некомфортно для кого? Ну, я не знаю, тут для вас, наверное. Ну, к вам же Честную, обращаются. конечно. А можно честную и комфортную? Я бы выбрал честную и комфортную. Чистую, комфортную нельзя. Такие же, только с перламутровыми Я пуговицами понял. нельзя. Такой же, но без крыльев. Да. Да, такой же, но без крыльев. Значит, так. Будет ли Украина Арестовича комплементарна к России, и как это сочетается с интересами украинского народа? Она не будет комплементарна, она постарается выстроить с ними хорошие добрососедские отношения, которые просто не позволят нам больше воевать в силу отсутствия нужды. Как с белорусами, как со всеми соседями. Добрый вечер, Александр. В Шереметьево въезжающих мужчин призывного возраста проверяют, стоят ли они на воинском учете. Возможно ли всеобщая мобилизация в России после неудачных переговоров с Украиной? А зачем? Российская группировка
вполне себе решает те задачи, которые перед ними стоят. Кого-то там мобилизовывать. Ну, чуть-чуть домобилизовать могут, но всеобщей мобилизации точно нет. Вопрос. Как высмаживание, высмаживание скажется на стойкости и желании продолжить воевать? Ну, наверное, Раз. изнеможение, да. Ну, как скажется, будет снижаться моральный дух. Как бы, да, будет, что больше СЗЧшников, уклонистов, там, отказников. Вот. Возможности оказывать сопротивление как организованная вооруженная сила будет таять. Как вы сказали, будут проваливаться отдельные направления. Рано или поздно придется выбирать, что, там, что оборонять Киев или Херсон. Ну, вот как-то так вот будет. Но это постепенно, это не завтра. Как вы думаете, продолжит ли НАБУ публикацию пленок, на которых будет уже Зеленский? Спасибо, Ярослав. Это в зависимости от поведения Зеленского. Если он сейчас правильно все сделает, то не будут. А публикуют через год-два, когда придет время зажимать его, догонять. А если неправильно, то опубликуют. Но не сразу Зеленского будут опубликовывать все ближе и ближе. Уже, хотя уже после пока куда ближе могут и Зеленского опубликовать. Конечно. Александр Алексей, добрый вечер. Вопрос Арестовичу. Оставят ли УПЦ в покое? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Ну, разумные политики, конечно, ставят, потому что это часть чего? Часть выполнения Конституции Украины и стабилизации нашего корабля. Неразумные продолжат преследовать и, ну, и пожмут то же самое, что Зеленский. Рано или поздно. Как Россия урегулирует конституционный кризис при остановке войны по линии Херсонской и Запорожской? Они ведь записаны в Конституцию полностью. Ну, самый простой выход, например, они не полностью записаны. Они, самый простой, они признают Запорожской и Херсонской областью ту часть Херсонской и Запорожской области, которая у них захвачена. Скажут, вот это и есть Херсонская и Запорожская область России. Вот и все. Такой вопрос Всеволод. Каллас на самом деле идиотка или играет роль? Ну, знакомые мне европейские дипломаты, когда они заходят в речь, вздыхают и говорят, Что не это, играет роль? это политик, как они говорят, это политик, о котором мы всегда с новости считаем с радостью и содроганием. Что она там выдала в очередной раз? Ну, Россию, в общем, демилитаризировать надо. Ну да, да, А да. вообще, конечно, это цинизм высшей меры, когда она говорит, быстрое окончание войны невыгодно Украине. Они верят о том, что Россия ждет страшный экономический кризис, она развалится. Но если за это придется заплатить 1020 еще украинской жизни, ну, не европейской же, в конце концов. Василий, будут ли открыты границы, если объявят скорые выборы? Ну, я думаю, что откроют, конечно. Ну, во-первых, в надежде получить часть людей, которые приедут голосовать. Во-вторых, для того, чтобы просто не создавать напряжение. Потому что ну, любая новая власть, не откроющая границы, сразу делегитимизирует себя чуть более чем полностью. Это будет тот еще приключение. Объявят выборы, откроют границы. Это, конечно, будет цирк на дроте. Кто Мгм. будет голосовать, сколько останется? Это большой вопрос. Ну, нарисуют сколько... Зато Ну да. нарисуют сколько хотят. Значит, интересно вот здесь человек задает вопрос. Неужели больные амбиции не дают понять, что нет ничего дороже жизни и здоровья людей? Разве бездумное обладание территориями дарит радость существования с той и с другой стороны? М? Ну, смотрите, политика, она современная вся, за редчайшими исключениями, она на очень низких энергиях происходит. И они не вполне собой владеют. Я видел, как Зеленский переродился буквально вот физически за один вечер. На 9-й день войны это произошло. Ну, просто был хороший, веселый парень, и стало вот это, простите, чудовище. Ну, точнее, чудовище захватило хорошего парня. Он там сидит в клетке этого чудовища внутри. Политика сносит крышу конкретнейшим образом. Вы не представляете, как. Поэтому, к сожалению, да.
Людей намазывают на масло и кушают. Утром мажу бутерброд, сразу мысли как народ, но только проблема в том, что народ-то на бутерброд намазан. Ну и давайте еще один вопрос. Значит, вот такого характера. А давайте один вопрос, и есть еще там письмо, тоже просьба. Мгм. Вот так распределим. Значит, Вадим спрашивает, когда, по мнению Алексея Арестовича, расформируют ТЦК. Ну, как вам сказать, друзья, через некоторое время после окончания войны, ну, ТЦК не расформируют команду людоловов. А территориальные центры комплектования останутся, ну, как бывшие военкоматы, они есть в любой стране, и в Украине тоже будут. Людей перестанут ловить, я надеюсь, это да. Значит, письмо от Ольги. Я считаю, вот хочу закончить наш разговор сегодняшний этим письмом. Значит, здравствуйте. Своя история, переселенческая. Я выехала из родного города в 2014 году, но домой моталась пару раз в год. В 22-м и мой любимый город начал страдать от войны. Я помогала городу как могла. Мы создали группу неравнодушных граждан нашего города, делали сборы, помогали лекарствами, кормом для животных и прочими мелочами оставшимся жителям. Взамен они нам предоставляли актуальную информацию о состоянии города, жизни оставшихся, кто погиб, кто жив, чье жилье разрушено, кто уцелело. Город рушился, но в нем была душа наших жителей. Я приняла решение принять старого одинокого человека из нашего города с жильем для переселенцев, особенно пенсионеров, сами знаете, очень туго. Я купила жилье, чтобы пустить людей в него, плату я не брала. Сначала люди были рады, что все так сложилось, что им предоставили жилье, я помогала оформить всякие выплаты, гуманитарки, но люди все равно были печальны. Мне очень больно смотреть на это. Я понимала их тоску, я сама очень тоскую за своим городом, но старики не могут справиться с жизнью в новом месте, даже при условиях, в которых им предоставили жилье, еду, одежду. Просто не могут. Мой переселенец очень просился домой, но города нет, и попасть в него сейчас нет возможности. Ехать в объезд не факт, что пустят. Люди в возрасте ко всему уже имеют букет разных болезней. Этот человек страдал депрессией, тоской, на старости лет потерял все. Он добровольно ушел из жизни, по церковным канонам является самым тяжким грехом. Мне очень больно от осознания этого. Мало того, что война и болезни забирают наших стариков, этот человек даже не был моим родственником. У меня самой есть престарелые родители, они тоже очень тоскуют по своему городу, и где там прошли их лучшие годы. Я решила обзвонить всех своих знакомых 60+. Они все из моего города и все переселенцы в разных уголках мира, и выяснила, что им почти всем крайне плохо душевно. Больше половины плакали. Вы представляете, что люди с большим жизненным опытом плачут, как дети? Может быть, что-то скажете по поводу темы уныния, тоски? Может, кто-то поддержит, не даст совершить такой страшный жест отчаянно? Знаю, вас смотрит очень много людей, в том числе жителей Донбасса. Заранее благодарна. Сумбурное письмо, прошу прощения, но мне кажется, что вы поймете, о чем я. Всех благ вам, и давайте беречь друг друга. Вот эти воюют государства, а мирятся люди. Люди. Мирный план не может не включать в себя вопрос переселенцев, перемещенных лиц и так далее, свободы доступа к своему жилью, к территории, там, на свободное движение людей, товаров, услуг через линию разграничения, я не знаю, там, признание взаимных документов и так далее. Любой мирный план, я это в Стамбуле первым еще говорил, должен во главу ставить не размеры армии там, и начертание госграниц, а судьбу людей, которые пострадали от войны в первую очередь. Поэтому я надеюсь, что в этом мирном плане оно будет учтено. Я, по крайней мере, все буду делать для того, чтобы оно учтено, хотя бы на информационном поле и так далее. И люди должны иметь право посетить свой, пусть даже разрушенный, но там город и так далее. Что касается общей депрессии, окончание войны – это хороший повод для радости. Надо будет бороться за вторую часть происходящего, а именно за то, чтобы Украина стала на правильный курс, как корабль. Тогда и посттравматического синдрома в обществе будет меньше и у военных, и у гражданских, и меньше далее поломанных людских судеб. Война поломала, уничтожила огромное количество судеб и жизни. Давайте сделаем так, чтобы хотя бы мир не доломал судьбы и жизни. Это наша главная задача на сегодня. Я прекрасно понимаю этих пожилых людей, я автор письма, и вот я говорю, что я сделаю все, по крайней мере, на информационном фронте, чтобы про этих людей не забыли.
Я раз за разом буду ставить вопрос доступными мне ресурсами о том, что они должны быть, и их судьба во главе, как и всех украинцев, всех россиян, пострадавших от войны. Они должны быть предметом, их судьбы, жизни и здоровья должны быть основным предметом урегулирования доброй воли сторон. А потом уже границы, демилитаризованные зоны и прочая вся эта туфта государства. Государство для людей или люди для государства? Ответ же однозначный. Получается, что рецепта от такой тоски нет. Ну, как есть. Есть, если власть не крадет и власть заботится о людях, то, знаете, наблюдение времен Второй мировой войны у солдат наступающей армии раны заживают в 2 раза быстрее, чем у отступающей. Потому что общий оптимизм. Так вот, у страны, которая развернулась к людям, раны будут заживать в 4 раза быстрее. А если она останется такой же сволочной и антилюдской, то добьет и тех, кто уцелел после войны. Наша задача сделать так, чтобы было первое, а не было второго. Да, друзья, делаем, стараемся, все, кто может. Спасибо всем большое за то, что ставите лайк. Значит, 43 тысячи на канале Алексея Арестовича, 23 на канале Александра Шелеста. Если хотя бы вот половина поставит лайки, то эти мудрые слова в финале, наверное, услышат как можно больше людей. Поэтому подписывайтесь, и всем очень признательны за ваше внимание к нашим обзорам. Алексей Николаевич, спасибо большое за время Спасибо и большое. мысли. Всем, Саша, вам и зрителям. Берегите себя, добра и света.